В общем, мы решили поговорить на такую тему. Акулы Красного моря. Самые опасные акулы Красного моря. И речь пойдет отнюдь не о рыбах. Вот мы все время, очень много у нас таких вот историй, когда мужчины обманывали женщин, когда они пользовались, и до сих пор это происходит. Я уже устала даже, если честно, считать даже такие вещи. Ну, в общем, сейчас мы поговорим про историю наоборот. Как-то раз мы сидим дома, и нам звонят. Звонят из одной из наших, не из квартир, а из одного дома, где у нас квартира, которую мы сдаем в аренду. Они звонят Халиду и кричат, значит, мужчина какой-то, или дормен, или кто, не знаю, кто-то, в общем, говорит: срочно приезжайте, у вас что-то творится в вашей квартире, которую вы сдаете, там какой-то скандал. Ну, Халид мне говорит: давай, Ира, быстро собираемся, поехали. Я говорю: а что случилось, а где? Он говорит: ну вот в этой нашей квартире, недалеко от нашего дома. Мы быстро собрались и поехали. Опять нам звонят, уже говорят: срочно приезжайте, там у вас что-то творится, там женщина кричит, зовет полицию. Стекла летят, короче, разбито стекло в окне. Ну, мы так перепугались, мы говорим: да мы едем, мы уже вот почти рядом. И мы думали: ну все, кого-то в нашей квартире убивают. Ну, всякое бывает, всякие ситуации разные бывают, поссорились. Я знаю, что там была пара, семейная пара, которая не раз приезжала, по-моему. Конечно, я, может, не запомнила, может, это с кем-то другим он приехал. Ну, парень, которого я знаю, он приезжал уже несколько раз и снимал у нас квартиру, и проблем никаких не было с ним. А тут вдруг такой скандал, а он такой интеллигентный, в очках, такой вот скромный, ну, молодой человек. И вот тут вот такая ситуация. Мы когда ворвались в квартиру, ну как ворвались, мы не сломали, там уже дверь была открыта, и там уже кто-то стоял, я даже не поняла, кто есть кто. Ну, женщина вся взлохмаченная, всклокоченная, брызги крови, у нее на руках кровь. Я страшно перепугалась, потому что я думала, что у нее что-то с головой, голова пробита, но она вот так вот, видимо, вытирала. У нее просто была порезана рука. Парень тоже весь такой взлохмаченный, у него тоже что-то там, какая-то кровь наляпана. И думаю: боже, это что? Ну, подумали, убийство или что-то такое. Ну и женщина кричит: вызывайте полицию, он на меня набросился, он на меня накинулся. Ну, мы думаем, мы говорим: вы нам расскажите нормально, мы вообще ничего не понимаем, что случилось, что вы расскажите по порядку. Она вся нервничает, он такой сидит зашуганный, бедный, забился куда-то в угол дивана. Ну, мы говорим, мы развели их по разным комнатам. Халид стал разговаривать с парнем, я стала разговаривать с ней. Потому что мы хотели понять, что делать и как нам поступать. Мы говорим: а что случилось, почему она вся в крови? Он говорит: потому что она разбила стекло. Мы говорим: ну да, видим, окно было разбито. Она стала стучать в окно и разбила стекло, и она порезалась этим стеклом. И в чем была ситуация? Потом, когда я узнала всю ситуацию, я была просто в шоке. Вот это вот раздуть из вот этого вот, как-то это было для меня странно. Рассказываю по порядку. Когда ситуация переворачивается, когда женщина превращается из жертвы, как мы думали, что она жертва, что надо ее спасать, надо звать полицию, надо звонить, оказалось все совсем потом наоборот. Скажите, как это наоборот, если вот она порезанная, она кричала полицию, ну вот так получилось. Девушка, не буду говорить даже из какой страны, иностранка, скажу, что иностранка. Она договорилась со своим парнем, что она к нему приедет, и она говорит: он сказал,
мы поедем туда, мы поедем сюда, я тебя поведу в такой ресторан, я тебя поведу в такой ресторан, мы поедем на яхте, мы будем отдыхать. Короче, он наобещал ей 3 короба. Ну, знаем, какие египтяне, когда ему нужно, чтобы девушка к нему приехала, он будет говорить, и он все оплатит, и он будет, все будет у нее самое лучшее. Так получилось, что... А мы сидели, как она говорит, мы из дома никуда не выходили. Он только пиццу одну заказывал, и мы никуда, я хотела туда, я хотела сюда, а мы сидим дома. И я даже попросила его, я посмотрела на ваши ногти, хотела, чтобы мне кто-то сделал маникюр. А он говорит, нет, у меня есть свои. Потом я сказала, отведи меня в парикмахерскую, я хочу в парикмахерскую. Он говорит, нет, я отведу тебя, у меня есть какие-то там свои парикмахеры, кто сделает тебе хорошо. В итоге он отвел ее к какому-то парикмахеру, местной египтянке, ну, в местный египетский салон. И они ей сделали что-то не так, то есть или испортили прическу. Она говорит, посмотри, как они мне тут отрезали. Ну, короче, весь сыр-бор, вот этот вот, разгорелся из-за того, что в парикмахерской ей что-то сделали не так. Ну, не так, как ей хотелось. Да, не то, что прям совсем не так, но не так, как она хотела. И вот из-за того, что ей в парикмахерской неправильно сделали прическу, она устроила ему скандал. Ну, а скандал уже, как бы, видимо, у нее накопилось. Она хотела, чтобы он ее обхаживал, чтобы он ее возил туда-сюда. Она ни за что не платила. Он платил за все, полностью оплатил аренду, оплачивал ей вот эти ужины, питание, там, водил ее по парикмахерским. Все, ей надо было полный сервис. Только что к стоматологу ее не водил. А так и ногти, и прическу, и вот эти вот пляжи, и экскурсии, и рестораны. Но, видимо, недостаточно, он ее недостаточно щедрым он ей показался. Хотя я потом посмотрела, полный холодильник был забит. Они в тот же день уехали. Им оставался всего 1 день до конца их аренды. И на следующий день они должны были уезжать. Но мы сказали, что давайте так, съезжайте, потому что, во-первых, нам нужно делать это стекло, потому что окно сломано. Он ей сказал, если тебе не нравится все, что я для тебя делаю, пожалуйста, вот она дверь открыта, иди. А она говорит, как он мог мне такое сказать? Что значит иди? А как я должна без денег? У меня даже нету денег. Я говорю, как нету денег? Ты приехала за границу, и у тебя нету денег даже вот на какие-то там свои карманные расходы. Она говорит, а что я обязана была деньги привозить с собой? Он сказал, что он за все будет платить. Ну, короче, вот такая ситуация. Она приехала, девушка работает в казино. Ну, в каком-то заграничном казино. И работает там крупье. Она потеряла работу. И вот она приехала сюда и хотела, чтобы он всячески ее там обхаживал. Ну, короче, хотела провести хорошо время. Потом в конце, когда мы сказали, давай мы тебя переселим, потому что она не могла здесь в этой квартире оставаться. Он уже тоже, Халид поехал с ним, она ему разбила телефон. Она разбила ему дорогой телефон, и у него выпала оттуда еще сим-карта. Он говорит, мне нужна сим-карта, у меня там все, и этот электронный банк, там карты, и все. Короче, не могу без сим-карты. И Халид мне звонил и говорит, Ира, поищи, пожалуйста, где-то там эта сим-карта. Я нашла эту сим-карту, она говорит, не отдавай ему эту сим-карту. Я говорю, как не отдавай, это его личная собственность. Подобрала, нашла там и сим-карту, и там что-то... Сломанные были вот эти вот линзы от камеры. Подобрала, нашла, стала там что-то прибираться, потому что девушка, она настаивала на том, чтобы мы позвали полицию. И я говорю, что я полиции расскажу? Что из-за того, что тебя неправильно подстригли, ты устроила скандал, и ты разбила стекло, он тебя даже, оказывается, и не трогал. А почему стекло разбило? Он ее закрыл.
когда она разбушевалась, она его стала драться. Она разбила его телефон, она стала его бить. Чем попала его по голове, оказывается, что у него там что-то были какие-то раны, и она поранила его. И тогда он, чтобы ее немножко утихомирить, чтобы она тихо себя вела, он ее закрыл в спальне. И она разбила стекло, потому что она хлопнула вот этим вот окном. Или открывала, или что, не знаю, как она так сделала. И она кричала из окна: полиция, полиция, спасите, убивают. Ну, короче, вот это она кричала. И поэтому, конечно, люди неправильно подумали, что она жертва, что он что-то с ней делает, там, чтобы он ее убивает там, или еще что-то такое. На самом деле просто девушка была вот настолько неадекватная, просто я не знала, я ей говорю: успокойся, пожалуйста, успокойся, сядь, успокойся. Она говорит: нет, вы должны вызвать полицию. Я говорю: ну что мы вызовем полицию, что мы скажем? Что, если хочешь, вызывай, пожалуйста, вызывай. А он уже, этот парень уже уехал, они поехали ремонтировать его телефон. Он оплатил это стекло, которое она разбила. Он сказал: вы не переживайте насчет вот этого там стекол или что там, какой ущерб, мы все вам. И парень очень интеллигентный. Когда он рассказывал, он говорит: я сам был в шоке из-за того, что она такой скандал закатила, из-за этого парикмахера. Говорит: я не знал, что что-то ей там не понравится. Ну, египтяне, они не знают наши волосы, поэтому если иностранцы ходят здесь в парикмахерскую, мы не ходим к египтянам, мы ходим только к своим мастерам, иностранкам же, которые знают, как с нашими волосами работать. А египтяне, они вот, у них волосы другие, они не знают, как с ними обращаться, и вот они, видимо, испортили ее прическу, и она мне начала рассказывать и про маникюр, что ей не так сделали маникюр, ей не так сделали это, и он ей обещал то, и он ей обещал. Я говорю: и это все из-за того, что он, что твои фантазии не оправдались. Она говорит: да, из-за этого он жмот, он вот такой. Он сказал, что он богатый, он сказал. Я говорю: а зачем ты разбила его телефон? Ну, он же богатый, он себе еще купит. Я говорю: какой он богатый, ты же видишь сама, что ничего он тебе из того, что обещал, он тебе не сделал. Она говорит: ну, он мне говорил, короче, вот такой вот этот весь скандал из-за того, что я вообще не понимаю, если честно, женщин, которые сюда едут, рассчитывая на что-то такое экстраординарное. Ну, все знают, что Египет не такая богатая страна. Если это человек молодой, откуда у него такие бешеные деньги, чтобы содержать вот эту вот девушку? Причем женщина не молоденькая, ну, понятное дело, он молодой, а она нет. И она еще на что-то рассчитывала. Если вы едете, а потом так получилось, что мы сказали: мы тебе предоставим другую квартиру. Ну, сутки у тебя остались все-таки. Оказалось, что у нее вообще нету денег, вообще нет. Мы говорим: ну как, $25 за другую квартиру ты не можешь оплатить. Оказывается, он за все платил, у нее даже не было ни одной копейки. Она там кому-то позвонила из своих друзей, говорит: у меня есть тут друзья, они меня приютят. И когда муж мой созвонился с ее друзьями, это оказался еще какой-то другой мужчина, возрастной такой мужчина, к которому он ее отправил. Не знаю, чем она там занималась. Ну, короче, вот такая вот ситуация произошла. И очень много, вот скольких я встречала, примерно 50-50. Я не скажу, что половина египтян так поступает или больше египтян, чем женщин. Некоторые женщины вот реально высасывают из них все, что только можно, потому что у них меньше женщин. И многие египтяне мечтают жениться на иностранках, мечтают, чтобы у них была, не знаю, что они хотят, что у них за фантазии насчет иностранок, чем они
отличаются от египтянок, может быть тем, что они независимые, может быть тем, что они более финансово обеспеченные, может тем, что они все работают, может быть тем, что за них не надо платить бешеный калым, или там не надо им давать квартиру, мебель, там, технику и так далее, как они должны делать для египтянок, или там золото дарить, или еще что-то. Ну, у всех, видимо, разные предпочтения, у всех, видимо, разные какие-то фантазии. Ну и у наших девушек тоже иногда бывают такие фантазии, они приезжают и думают, что вот все, весь мир к их ногам они предоставят. А когда они сталкиваются, что их ожидания не оправдываются, тут они впадают в ступор и даже вот в такую вот истерику. Это была настоящая истерика. Она рвала и метала, эта женщина, она вся тряслась, у нее вот эта кровь брызгала, она порезалась об это стекло, когда она билась в это стекло. Ну, просто она была неадекватная. И мне муж сказал, что он его сразу увел, и я с ней оставалась, и мне ну, как бы не терпелось, чтобы она тоже побыстрее оттуда уехала, потому что, ну, как бы она меня так грузила, что рассказывала вот это вот, думаю, мне вот это зачем? Ну, в общем, разобрались, что все в порядке, что никто никого не убивал, что это была вот такая вот истерика, может быть, она даже и угомонилась, может быть, они еще в будущем встретятся, хотя я так не думаю, настолько вот они оба были в таком вот... Ну, парень был реально испуган, потому что он сидел там где-то в уголке, он говорит, я ничего не делал, я ничего не делал. Он только это и кричал, что я ничего не делал. Вы видите, это я жертва, у меня сломан телефон, она мне сломала, она меня побила, он показывал какие-то свои шишки, синяки, в общем, такое. Я просто хочу сказать, вот опять, не раз я говорю, если вы едете в Египет, не едьте с пустыми карманами, всегда надейтесь только на себя, не надейтесь ни на кого. Бывают ситуации странные. Уже не раз было, когда вот ее выперли в первый же день, эту одну там девушку, и она оказалась без жилья, потому что она не рассчитывала, что она будет тратить свои деньги. Везите с собой свои деньги, пусть даже если вам попадется какой-то щедрый ухажер, ваш какой-то очень щедрый спонсор, ладно, привезите свои деньги назад лучше, но не едьте вообще с пустыми карманами, потому что вы можете оказаться вот ни с чем, буквально на улице, и ваш отдых будет испорчен. И еще, видимо, она не первый раз с ним отдыхала, что первый раз он, видимо, был намного более щедрым, но второй раз он посчитал, что это уже слишком. Теперь она должна раскошелиться, и она должна за все платить, потому что, ну, может быть, я не знаю, как произошло на самом деле, только вот с их слов я узнала эту ситуацию. Я была в шоке, потому что у нас редко бывает, очень крайне редко вот такие вот бывают. Обычно все тихо, мирно. Многих гостей, вот некоторые думают, что вот я про всех гостях своих рассказываю. У меня есть очень многие гости, которых я не вижу, не слышу, не знаю, что они, как они. Просто в конце они могут сказать спасибо, нам так понравилось, мы еще раз приедем. И очень много таких гостей. Я очень с ними в хороших отношениях, никогда я ничего не могу про них сказать, только хорошее, только все хорошее я могу сказать. Многие оставляют даже свои вещи у меня, говорят, а можно я? Ну, все равно я к тебе приеду еще раз, как бы постоянно приезжают, и мы уже как друзья, ну, как бы они рассказывают, как у них там холодно, как у нас, и говорят, как мы тебе завидуем, что ты вот в этом тепле постоянно. Ну, в общем, такие вот хорошие отношения. Даже если вы думаете, что у вас какой-то появился богатый ухажер, вот не думайте, что все он бросит к вашим ногам. Обычно такие вот богатые, они тоже пользуются, они тоже только пользуются. И они считают, что все им должны. И не будет он бросать вот это вот, отстегивать вам свои деньги. Они все, богатые тоже очень жадные. И кроме того, что
вы будете от них зависеть, и вы еще никуда не выйдете. Вот я знаю, некоторые женщины выходят замуж за богатых мужчин, и что они имеют? Они сидят дома, он надевает на них, ну, все, что хочет, он может на них надеть. Хоть никап, хоть какой-то еще там хиджаб, никап, не знаю. Все, что захочет, то и оденет. И не факт, что будет будут какие-то у вас наличные деньги, да, он будет, может быть, оплачивать ваши какие-то нужды, но не более того. И вот так сидеть в золотой клетке тоже, не знаю, мало радости, что никуда не выйди, надо спрашивать разрешение, пойти туда, пойти сюда. Это тоже не вариант. Поэтому ищите либо себе ровню, либо не надейтесь, а оплачивайте сами все, если вам нравится. Если я знаю, есть у многих тут прям неземная любовь, и они готовы помогать своим молодым людям и посылают там небольшие деньги им даже время от времени, чтобы их поддержать материально или помочь их родителям или там братьям, сестрам и так далее. Это все зависит от ваших личных предпочтений. Если вам это приносит радость, пожалуйста, никто у вас этого не отнимает, тоже не надо быть жадными, потому что многих из нас достаток более высокий, чем у египтян. Ну и надеяться на них, конечно, не стоит. Надейтесь только на себя. А вообще по жизни лучше надеяться всегда только на себя. Не надо взваливать друг на друга какие-то свои проблемы, потому что никому ваши проблемы не нужны. Даже у меня есть давно это было, уже один богатый мужчина приезжал к своей девушке, и потом он в конце, она просила, а можно он переведет деньги через тебя, а ты мне потом отдашь. Я вот так вот переводила, потом немножко мне надоело уже, а он мне говорит, почему она просит, чтобы я перевел деньги на ее кошку. Это же ее кошка, не моя кошка. Если она не может содержать свою кошку, ну пусть не содержит тогда свою кошку. Короче, у него вот это произошел вот этот взрыв, хотя он богатый, он мне говорит, вот у тебя, говорит, цель 1 миллион в год, а у меня цель, ну это было тогда еще давно, а у меня цель 1 миллион в месяц. Ну, у него он постоянно приезжал на дорогих машинах, постоянно на разных, на каких-то мерседесах, ну богатый, и то ему было жалко прислать на ее кошку. Он просто, не то что жалко, он просто не понимал, искренне не понимал, почему он должен оплачивать вот какую-то кошку. Вот так вот. Мне было, конечно, это интересно, думаю, да, он может всех кошек Хургады облагодетельствовать, но тем не менее они тоже делают так, как им нравится, так как им только то, что приносит им радость или выгоду или еще что-то такое. Он с удовольствием приводил с ней время, но тем не менее не хотел тратиться на какую-то там ее кошку.